Выгорание. Очень актуальная сегодня тема. И если вы думаете, что сейчас я вам начну рассказывать о том, что вам нужно делать для того, чтобы у вас не было выгорания, вы ошибаетесь. Не работают все эти приемы на всех. Для кого-то нужен один способ, для кого-то другой. И если я скажу, что вот этот способ сработает на всех, это неправда. Мы очень разные. Да, мы очень похожи, но мы очень разные. И выгорание у нас происходит по одной причине, по одной и той же. И когда я вам объясню, расскажу, как это происходит на уровне работы нервной системы, вы сами найдете способ, как справиться с вашим выгоранием. Как избавиться от этого опустошения, утомления, от этих заболеваний. Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я знакомлю с практическим применением данной модели. Почему мы так себя ведем? Почему так, а не иначе? И выгорание. Что это вообще такое? Почему раньше это было не так распространено? Почему с каждым годом людей, находящихся в апатии, все больше и больше? Почему увеличивается количество суицидов, причем в обществах не там, где голодают, а вполне экономически развитых обществах? Почему это происходит? Вы поймете это сами. Я просто расскажу вам, как работает наша нервная система. По нашим нервным волокнам протекает только электрический ток. Тот, который мы называем нервными сигналами. Это не картинки, не запахи, не звуки. Нет, только электрические сигналы. И именно от того, как они идут, куда они идут, с какой скоростью, с какой мощностью, и зависит все наше поведение. То есть наше поведение зависит от законов распределения электричества. Я скажу больше. Наше поведение зависит от одного закона. Это закон распространения тока в параллельной цепи. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Все. Именно вот это определяет всю нашу жизнь. А не звезды, Бог или правительство. Именно вот это. Именно это определяет, будем ли мы успешны, счастливы или будем мы выгоревшими. В течение всей нашей жизни между нервными волокнами образуются связи, синапсы. И образуются огромные рефлекторные комплексы. Это те микропроцессоры, по которым протекают электрические сигналы. Именно эти рефлекторные комплексы мы называем своим опытом, своими знаниями. И эти рефлекторные комплексы определяют, как мы себя будем вести. Как этот микропроцессор запрограммирован, так и будет он отвечать всегда. Но есть еще один момент, очень важный. Откуда он получает энергию, этот микропроцессор, этот рефлекторный комплекс? Электроэнергию в нашем организме генерирует только одна структура – рецепторы. Рецепторы преобразуют все виды внешней, окружающей нас энергии в электрический сигнал. И рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние преобразуют в электрический сигнал энергию воды, земли, космоса, солнца, чего угодно. Внутренние рецепторы реагируют на изменения физического или химического состава нашего организма. Но резкое изменение этого состава мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. То есть можно сказать, что для того, чтобы наша нервная система работала, мы можем получить энергию либо от окружающего мира, либо от боли, от болезней. Все, других вариантов генерации электрического тока в нашем организме не существует. Извне электрический ток мы не получаем. Но вроде бы и там это электроэнергия. Ну и какая разница, от боли мы ее получим или от космоса? Ну, для нервной системы по большому счету никакой. Лишь бы работала. Но для организма в целом это огромная проблема. Потому что внешние рецепторы, они просто получают энергию извне, ничего при этом не затрачивая, они получают то, что им дается.
Внутренние же получают от изменений состава организма. А чтобы это изменение произошло, туда нужно энергию приложить. То есть коэффициент полезного действия внутренних рецепторов минимум вдвое меньше, чем у внешних. Для того, чтобы в какой-то момент получить энергию от внутренних рецепторов, от боли, мы должны туда ее накопить. А откуда мы ее возьмем? Да опять же из внешних. И таким образом происходит наше опустошение. Энергию, которую мы могли бы использовать для жизни, мы используем для того, чтобы накопить аккумуляторы энергии. Мы используем для формирования патологического очага, болевого очага. Все наши хронические болезни – это альтернативный способ получения энергии, когда мы не можем ее получить извне. А почему мы ее не можем? Ведь количество рецепторов, оно колоссально. И если бы они все сработали, речь идет о мегаваттах в час. Рецепторы могут срабатывать. Но в результате перенесенных нами заболеваний образуются пути, участки высокого электрического сопротивления. И тогда энергии внешних рецепторов становится недостаточно. И организму приходится подключать внутренние. Да, включили, да, заработало, но в конце концов этот аккумулятор нужно зарядить. Так же, как в машине. Чтобы машина поехала, сначала аккумулятор должен сработать. Да, мы его заряжаем. Ну сколько? 3-5 лет проходит, и аккумулятор все, сел, сдох. Человеческий организм более совершенен, поэтому нас хватает на большее время. Но суть та же самая. Мы истощаемся. Именно вот таким простым путем. И что такое выгорание? Когда вы делаете что-то, что приносит вам боль, ваш рефлекторный комплекс, ваш опыт энергопотребляет энергию боли, то вы начинаете истощаться. Сначала вы просто устаете. Потом это утомление уже невозможно. Все труднее и труднее восстановиться. И в конце концов, что бы ни происходило, у вас нет энергии. Почему? Да потому что вы всю ее тратите на то, чтобы зарядить эти внутренние аккумуляторы. Вы ее тратите для того, чтобы сформировать в себе болезни. Можно ли от этого как-то избавиться? Есть два возможных варианта. Первое. Измените свою жизнь. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие, не приносит вам боль. Как это сделать, вы можете посмотреть в моих видео «Профессиональное выгорание». Но, по сути, все это вам рассказывает и любой психолог, любой человек с более-менее богатым жизненным опытом. Занимайтесь тем, что вас делает счастливым. Все. Но, к сожалению, это сложно. Правда, очень сложно. Большинство из нас не может взять вдруг резко изменить свою жизнь. Резко изменить свое какое-то поведение, изменить свою работу, свое место жительства, свою страну, свою семью. Ну, это сложно. И многие из нас не способны резко все поменять. Потому что, а если вы поменяете, а сменится ли что-то? Можно ли от себя убежать? От ваших рефлекторных комплексов, которые содержат в себе боль? Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Это метод физиотерапии, и его задача не сделать вас счастливым. Его задача восстановить нормальную проводимость нервных путей. Сделать так, чтобы энергии внешних рецепторов стало достаточно. И в этом случае ваше выгорание просто исчезнет. Потому что вы не будете заряжать аккумуляторы боли. Вам хватает энергии и так. Организм никогда не будет делать то, что ему не нужно. Вы наполнитесь этой энергией. Вы станете счастливым. Почему я говорю о счастье? Да потому что эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И чем больше энергии поступает, тем более мы энергичны, тем более мы счастливы. Когда ее поступает мало, мы находимся в глубочайшей депрессии. И теперь вернемся к вопросу, а почему так много суицидов? Почему так много проблем
с выгоранием именно в экономически развитых странах. Да потому что их жизнь настолько зациклена. Вот они должны делать очень много дел, которые они считают, что их необходимо делать, но которые приносят им боль. И они выгорают. Они опустошаются. Более подробно о том, как работает нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я дам в описании. Я сказал, попробуйте метод аппаратной психотерапии. Почему попробуйте? Потому что 5 дней после регистрации вам дается абсолютно бесплатно. Чтобы вы решили, а стоит ли вам этим заниматься дальше. Если вы будете выполнять инструкцию, вам поможет. Вы почувствуете прилив сил. Счастье, возможно, у многих будет намного позже. Потому что если вы сейчас смотрите это видео, если вы находитесь в стадии выгорания, вы находитесь на очень низком уровне энергопотребления, то для того, чтобы восстановить этот огромный прорыв, потребуется время. Но то, что у вас появилась энергия, вы почувствуете вот буквально за эти 5 дней. Дальше вы уже решаете сами. Проводить, не проводить. Как проводится сеанс аппаратной психотерапии? Вы просто надеваете наушники и слушаете вот это гудение. Занимайтесь своими делами, тем, чем вы занимаетесь в это время обычно. Все остальное аппаратная психотерапия будет делать сама. Уже через 3-4 часа вы почувствуете прилив, взрыв энергии. Вы можете проводить 1 сеанс в день. Вы можете проводить 5 сеансов в день. Это ваше право. Вас никто в этом не ограничивает. Попробуйте. Просто попробуйте. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Уберите из нее выгорание. Наполните ее энергией, счастьем, радостью. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Будьте полны энергии.